После Джвари мы отправляемся в древнюю столицу Грузии Мсхету. Подъезжая к парковке, мы замечаем девушку в красной куртке. Это не простая девушка, это тайный фотограф, который будет вас фотографировать, когда вы пойдете гулять в город. И на обратном пути, когда вы придете уже к машине, они вам будут предлагать магнитики с вашим изображением. Я себе такой прикупила. Стоит он, по-моему, 15 лари. Такая тарелочка, где в центре ваша фотография. А теперь прогуляемся по роскошной стилизованной под старину улице с сувенирными лавками, где можно купить чурчхелу, специи, различные памятные сувениры. И заглянем в настоящую гончарную мастерскую. Катя, похлопать я не могу похлопать. Сейчас. Потому что это было великолепно, реально. Это же мы сами делаем. Я и мой сын. Можете заходить и посмотреть там. Это ваша мастерская Да, здесь, да? мастерская здесь, да. Пойдем посмотрим. Да, Спасибо да. большое. Очень будем рады. Ух ты, какой звонок. Добрый день! Здравствуйте! Мы не смогли пройти мимо вашего папы.
вот сама печь. Да. Это включать печь. Да, да. А здесь есть большой, вот это большой печь. Так. А, вот она. Вот видите, Она вот на ней лежит ну, все. вы сейчас знаете, что вот такие большие Вот вазы, такие крылья, вот делаются. да. И, а сейчас дают заказы. Так. Если будут заказы, заходит, это 15 штук такие большие. О, Если дают заказ, да, тогда если соберем, тогда там что-то загудело. все, пожалуйста. Так, мастер, мастер. Чем сильнее нагнешь, чем задолго Там что-то нажим. А, педалька. Педалька нажимает. А, там тормоз и газ. Вот так. И нажми еще, нажми. Внизу, чтобы зашла, там, чтобы. О, вот так. А сейчас можешь, отпусти минутку. И потихонечку, потихоньку, не сильно дави. Да. Потихоньку. Поднимаешься. Еще, снизу есть толстый. Подними, давай. Давай, еще. О, Ну, молодец. О. Нормально. исправляет. Вон, видишь, тоже торчит осколок. Вот. Нет, вверху. На крае. Ну, Да, ничего. вот это. Это когда немножко высохнет, да? Потом можно очистить, и даже можно это. Это вазочка получилась. Да, даже, вот. А сейчас давай. Держи. Так, Федя. Держи. Ой, Да. только аккуратно. Снизу, давай, да. Так, потихоньку, Да, потихоньку. давай. Потихоньку. Тихо, тихо, Ой, тихо, давай, тихо. давай. А сейчас отложим. Тихо, тихо, тихо. И, о, положи здесь. Положи здесь. Получилось! Это красавец! Чтобы она Немножко без обжига сама. Ого, как вы ее Да. постучали. Даже у нас А, это показывает, что... А, она выдерживает это. Да. Потому что я очень была удивлена, вот так бам-бам и не разбила. Вот это да. А скажите, вот эта глина, она, вы ее как-то сами делаете, что она такая это качественная? глина местная. Ну, у меня есть свой этот. Метод есть, Метод. да, у нее. метод. Делать- Вот Так, это я, это он. это вы маленький, боже. А непосредственно... Это фактура запатентована. И все, Запатент- что мы делаем, Так, все это утверждаем, так. что никто не сделал. Мгм. Рецепт вот этого всего, да? Да, все. Не Рецепт это, есть. фактуру или что. никто не Рисунки, повторял. вот это все, Рисунки, чтобы да. ничего не Ну, повторялось. разные рисунки делаем. Ну, поставим. Скажите, пожалуйста, как вот вы как научились? Это вы научили, да? Я кончил академию художественных, да, сперва в Сухуми Да. учиться так, потом академию художественных кончил, потом работал в керамическом комбинате, Да. главным художником, а потом, когда изменилась ситуация, я купил вот эту мастерскую, ну, это дом, и сделал мастерскую.
И сына уже И сын, учили ну, сами. Да, даже Он уже не учился, ничего, просто вот передавалось Да, как бы ну, просто, от отца а к сейчас сыну. что здесь лежит? Все он делает, почти. И там люди, везде написано наши. Что я делаю? Эльдар Мамаладзе, я пишу, он пишет Георгий Мамаладзе. Мамаладзе, да? Он Георгий Мамаладзе. Георгий Мамаладзе. Отлично. А сейчас Эльдар нам сыграет еще две песни. Первая песня — это «Тбилисо», а вторая — грузинская народная песня «Махевис Кало Тинао». В этой песенке поется о грузинской девушке. К ней обращается парень с просьбой, чтобы она или указала адрес, или домой пригласила, или же сама в гости пошла. А то все подружки замужем, а она сидит в девках и из дому не выходит. Вот такая шуточная песенка. Обязательно рекомендую прослушать эти композиции. Вы, наверное, знаете, да? Класс. Я ее сегодня послушаю. Обязательно. Это просто супер. Какое сегодня число, Анастасия? Ой, сейчас скажу. Сегодня 16. Сегодня 16, да? Да. 16 число. 16.02. А Куртку вот тебе забыл. уже куртку несут. От счастья забыл все свои вещи. Мцхета была основана в первом тысячелетии до нашей эры и являлась столицей древнего восточного грузинского царства Иберия с 3 века до нашей эры до 5 века нашей эры, после чего столица была перенесена в Тбилиси. Старая Мцхета была уничтожена арабами в 736 году и никогда полностью не восстановилась. Долгое время она была фактически деревней, и статус города получила уже в 1950-е годы. Согласно легенде, основателем Мцхеты является легендарный Мцхетас, сын Картлоса, потомок сына Ноя и Афета. Мцхета расположена примерно в 350 километрах от горы Арарат, на которой после всемирного потопа остановился Ной со своей семьей. Основан город был в невероятно живописном месте, у слияния двух рек – Арагви и Мтквари, Куры. Выбор места для древней столицы был не случайен. Исключительно выгодное стратегическое положение на месте слияния двух важнейших рек Восточной Грузии – Арагви и Куры, возможность организации обороны, защитных укреплений в ущельях рек, непосредственная близость к плодородным долинам, сулящим несомненные экономические выгоды – все эти факторы обусловили рост и развитие столицы Древней Иберии. Окружающие Мцхета горные хребты являлись природными стражами столицы, закрывавшими подступы к ней, но кроме этого имелась еще целая система оборонительных сооружений. Главной крепостью столицы был Акрополь на правом берегу реки Куры, на вершине и северных склонах горы Багинети. Мцхета контролировала важнейшие древние торговые пути, перекрывающиеся у слияния двух рек. Торговые пути, связывающие восточные страны с западом, подходящие от берегов Каспийского к Черному морю, пересекающие Кавказский хребет и следующие через Северный Кавказ дальше в Европу. По узким мощеным улочкам столицы, по отполированным в течение столетий булыжникам проходили медленным шагом караваны, груженные тяжелой ношей, и тишину знойных улочек нарушали гортанные выкрики погонщиков или перезвон колокольчиков на шее вьючных животных. Шли торговцы с восточными товарами, неся из далеких стран благовония, роскошные шелка, драгоценные камни, шли, держа путь на запад. Но по дороге в Европу между двух морей лежала богатая страна Иберия, в столице которой останавливались торговые караваны, собирая на многолюдных шумных ярмарках огромное количество народа. Большие ярмарки привлекали огромные толпы народа со всей Восточной Грузии. В древней грузинской хронике описывается один из ярмарочных дней. В один день сильная несметная толпа двинулась из этого города, Урбниси, и отправилась в большой город Мцхета, резиденцию великих царей, для торговли и поклонения Армазе, богу своему. Таким образом, перед нами предстает развитый, густонаселенный, живой город Мцхета, столица Картли, резиденция царя и высшей государственной власти. Город с пестрым населением, где рядом с грузинами жили евреи и греки, сирийцы, персы и другие восточные народности. Любопытно, что в древней Картли
Было еще 5 языков – греческий, еврейский, сирийский, армянский, хазарский. На высокой горе, возвышаясь над древней грузинской столицей, были поставлены идолы, полихромные статуи богов, видимые издалека. Золото, серебро, драгоценные камни шли на изготовление этих скульптур. Существование в древней столице Грузии скульптур, выполненных из драгоценных материалов, производивших необычайно сильное впечатление на современников, говорит о высоком искусстве древних мастеров, о силе их таланта. Распространение христианства в Иберии связано с именем девушки-христианки Нино из Каппадокии. Гонимая за свою веру, Нино прошла долгий путь из Иерусалима в Грузию. Через Джава-Хетию, Южную Грузию, пришла она в Иберию и, пройдя древний город Урбниси, пошла в Мцхета. Присутствуя в Армазе на празднестве языческих идолов Армазе, Заден и других, вознесла она молитвы своему богу, и ураган разрушительной силы сбросил с пьедесталов ненавистных ей идолов, разбил их вдребезги. Затем нашла она прибежище в доме сторожа царского сада. Здесь жила она 6 лет, завоевав признание своими проповедями и умением врачевать. Заболела тяжело царица Нана, и никакое искусство человеческое не могло ее вылечить. Нина Каппадокийская исцелила безнадежно больную царицу и обратила ее в христианство. Царь Мириан оставался все еще верен древней религии, хотя Нина уже вселила в него сомнения. Достаточно было одного случая, и царь перестал колебаться. Жарким июльским днем охотился царь Мириан со своей свитой в лесу на горе Тхотию, и внезапно померкло солнце над ним, и сделалось темно, как в ночи. Охотники сбились с пути. Четно взывал к своим языческим богам царь Мириан. Мрак не рассеивался. Потеряв надежду на спасение, вспомнив проповеди Нины, вознес царь молитву к ее богу, и рассеялся мрак, и воссияло солнце. Вернувшись благополучно домой, призвал к себе царь Нину и принял христианство. По приказу царя были крещены жители Мцхета, а по всей стране были разосланы проповедники новой веры для обращения всего населения страны. С VI века в зодчестве Грузии основное значение приобретает центрально-купольная композиция. Широкое распространение получают 4-апсидные храмы с центральным подкупольным квадратом. Ярким примером является храм Джвари, о котором мы рассказывали в предыдущем ролике. Итак, в правление царя Мириана в 334 году нашей эры Грузия приняла христианство. Царь велел рушить старые языческие храмы и строить христианские. При нем были заложены 2 мцхетские жемчужины – храм Светисковели и Самтавра. Сегодня Мцхета является одним из самых популярных туристических мест во всей Грузии. Такого скопления соборов, монастырей, крепостей и развалин древних городов нет больше нигде в Грузии. Храм Светисковели – самое сердце Мцхеты. Вокруг него расположен так называемый исторический центр. Почему же так называемый? Потому что древности в городе осталось совсем мало. Собор Светисковели, монастырь Самтавра, Антиохийская церковь и несколько археологических памятников, включая живописные развалины крепости Бебрис-Цихи. Все остальное – это реставрация. Один из первых глобальных проектов нового грузинского руководства, направленный на развитие туристического потенциала страны. То есть центр города историческим назвать сложно, он скорее стилизован, отреставрирован. В километре от собора город куда больше напоминает советский райцентр, чем бывшую столицу одного из первых христианских государств. Центр города достаточно компактный, традиционная грузинская застройка. Чем ближе к Светисковели, тем больше процент старых зданий и тем более они ухожены. На уровне Самтавра уже ничего нет, только пятиэтажки. Поэтому прогуливаться интереснее в районе центра. Итак, напротив колокольни у крепостной стены стоит офис туристического информационного центра, а напротив кафедральный собор Светисковели, одно из самых почитаемых мест в грузинской православной церкви. Здесь короновали грузинских царей, здесь же до сих пор проходит церемония интронизации католикоса. Церковь на этом месте существует с IV века, но существующее здание было построено с 1010 по 1029 год. Ограда выше человеческого роста была добавлена в 1787 году, так что получился большой внутренний двор, который сейчас пуст и покрыт газоном. В 1970-71 годах была проведена реставрация, в результате которой открыто основание базилики V века.
Собор в традициях, типичных для грузинской архитектуры, построен как крестово-купольный храм с круглым барабаном наверху. Храм имеет официальное название «Собор во имя 12 апостолов» и «Светисхавели». Свети – это столб, а Цхавели – живой или чудотворный. История этого места следующая. Считается, что в этом месте был зарыт в землю хитон Иисуса Христа. И впоследствии тут вырос кедр, который стал священным деревом для местных жителей. В IV веке рядом стоял царский дворец, а кедр рос в саду этого дворца. Когда святая Нина пришла в Грузию, она жила в доме садовника возле этого сада. Там же ее посетили некоторые видения, которые ей истолковали так. Видение твое означает, что этот сад превратится через тебя в сад возвеличения Бога, которому принадлежит слава и ныне, и присно, и во веки веков. Когда царь Мириан принял решение креститься, то возник вопрос о месте постройки первого храма. Видимо, выбирали между местом, где сейчас Светисхавели, и тем, где сейчас сам Тавра. До приезда священников из Греции, после того, как царь и весь народ с усердием встали на путь христианства, царь имел разговор с Нино о постройке церкви. Верующий царь спросил святую Нино: «Где мне построить дом Богу?» А Нино ответила: «Где угодно будет разуму царей». А царь сказал: «Я люблю сию твою кущу ежевики и желаю там по разумению своему. Но нет, я не пощажу царский сад и высоту кедров, плодообилие листвы и благоухание цветов. В нем построю храм моления для себя, который будет стоять вечно». Кедры срубили, сделали из него столб, но установить его на место руками не смогли. Чуть позже он установился сам, неким чудесным образом. Этот сюжет иногда отображается в иконографии нашего времени. Изображение грузинских святых и сам столб по центру можно обнаружить почти в каждом храме. В V веке царь Вахтанг Гаргасаль учредил католикосад, перенес кафедру мцхетского епископа из Светисхавели в сам Тавра, а Светисхавели стал кафедрой католикоса. По этому случаю Вахтанг построил тут базилику. Если заметите в храме каменные бычьи головы, это остатки той самой базилики V века. Возможно, что таких фрагментов в храме гораздо больше, но по этому вопросу у археологов нет пока единого мнения. Сейчас в храме 8 опорных столбов, из них 4 подкупольные. К третьему правому столбу пристроен каменный трон патриарха. Он появился в 15 веке и в то же время расписан фресками в персидском стиле. Сейчас он как трон не используется. Главное внутри – это сам животворящий столб. Он находится примерно в центре храма, на месте третьей левой колонны. Над столбом построена каменная сень, то есть как бы 4 каменные стены, которые расписаны поздними фресками. Фрески иллюстрируют историю хитона из самого столпа. В основании с северной стороны имеется ниша с дверцами, где было место для взятия мира, истекавшего из столпа. Миротечение прекратилось после нашествия шаха Аббаса I. Вокруг столпа сейчас выложен невысокий мраморный бортик, покрытый надписями шрифтом Асам-Таврули. Еще раз уточню. Храм построен на месте, где рос священный кедр. Кедр был срублен и превращен в колонну, которая была установлена непосредственно на собственный пень. Далее эта колонна перестала быть несущей колонной и превратилась в свободно стоящий столб. В 15 веке ее окружили высокой каменной стенкой, и она превратилась фактически в каменную башенку. В том же веке эта башенка была расписана фресками. Фрески 17 века в основном про историю этого самого столпа. Расписаны 3 стороны столба. С запада – сцены воскресения распятия, с юга – сцена установки столба, с востока – то же самое. На северной стороне фресок нет, там раньше висела икона Троица, а в 2017 году повесили Христа Пантократора. И самое интересное, на западной стене. Стена поделена на 4 секции. В верхней правой изображено распятие. По обеим сторонам распятия видим нечто напоминающее медуз. Красную и белую или серую. С 1980-х годов пошли слухи, что это летающие тарелки. Время от времени эти слухи реанимируют. Например, один сайт 25 июля 2017 года опубликовал новость под заголовком: «В храме Светисхавели в грузинском городе Мцхета на фреске, изображающей распятие Иисуса Христа, найдены
найдены странные объекты, похожие на летающие тарелки. Возможно, это икона свидетельства существования внеземных цивилизаций. Действительно, это немного похоже на летающих медуз, хотя на самом деле это визуализация библейской фразы «Солнце обратится во тьму и луна в кровь, когда настанет день Господень великий и славный». Так что красная медуза – это кровавая луна, хотя это может быть и очень тонкая отсылка на пророка Исаию. «И покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь Саваоф воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме». Изучаем дальше. Помимо фресок на столбе, есть еще фрески на стенах и столбах. Здесь есть сцены апокалипсиса, интригующий зодиакальный круг, православленные светисховельские медузы и многое другое. Наибольший интерес обычно вызывает фреска Южной стены, где нарисована сцена страшного суда. В Библии эта сцена упоминается у пророка Иезекииля в Апокалипсисе. Строго говоря, это не страшный суд, а второе пришествие. Таких фресок в мире немного. Принято думать, что они стали появляться в XIV-XV веках, в эпоху увлечения всякой мистикой. По другой версии, их появление связано с изменением формата литургии, когда начали на службе зачитывать Апокалипсис. Центральное место на этой фреске занимает фигура Христа в окружении ангелов и зодиакального круга. Ангелов часто принимают за фигуры апостолов, хотя это именно ангелы с крыльями, и их не 12, а 10, плюс херувимы и престолы. На фреске изображен Христос на троне с Евангелием в левой руке. Евангелие выглядит как свиток с текстом. Обычно там написано «Придите ко мне, все страждущие». За Христом красный ромб – символ земли. Красный цвет символизирует землю, а ромб – 4 стороны света. Внутри ромба можно рассмотреть красные крылья – это престолы, ангелы высшей иерархии. В Грузии их называют сагдари. Обычно их рисуют полупрозрачно, но здесь они красные. С внешней стороны ромба видны 4 фигуры – орла, быка, льва и человека. Это отсылка на видение из 4 главы Апокалипсиса. Вокруг престола 4 животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. В Апокалипсисе это отсылка к тетраморфу, зверю с 4 лицами из видения пророка Иезекииля. Все эти фигуры вписаны в круг с греческим текстом из первых стихов 148-го псалма. Эта круговая надпись имеет очень важное значение. Она поясняет смысл изображенного. Вокруг этой надписи именно упомянутые ангелы, солнце, луна и звезды, которые хвалят Господа. Далее еще один внешний круг, разделенный на 13 секций. В них 10 ангелов, 2 херувима и в самом низу 2 колеса. Ангел в самом верху – это архангел Михаил, который распознается по белому кругу в левой руке. Это символ предвидения. Он главный в ангельской иерархии, поэтому и сверху. Имена остальных ангелов установить сложно, поскольку в традиции много систематизаций ангелов, и которые именно придерживались художники, мы уже не узнаем. 2 колеса в нижней части ангельского круга – это тоже престолы. Это колеса из видения Иезекииля. Они почти всегда видны на изображении Христа Пантократора. Некие колеса упоминаются в 7 главе книги пророка Даниила. Престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Вокруг ангелов 12 знаков зодиака, звезды, солнце и луна. Это, вероятно, символ Вселенной или даже воинства небесного, к которому иногда относили звезды, а иногда и ангелов. Оно как бы намекает на власть Христа над физической частью Вселенной. Эти символы созвездий часто вызывают смущение зрителей из-за сомнительных ассоциаций на астрологию, но в Грузии тех лет астрология едва ли существовала, так что это, вероятно, просто астрономические символы. Зодиак в Светисховеле, наверное, самый знаменитый, хотя и не единственный. Аналогичные иногда встречаются на фресках и даже на резьбе фасадов.
И именно в сцене страшного суда. Вокруг основного круга с ангелами нарисовано еще много всего. Вероятно, эта сцена «Земля и море отдают своих мертвецов». Обычно такие сцены рисовались не по Библии, а по сочинению Ефрема Сирина «Слово на второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа». И там все настолько засимволизировано, что расшифровать смысл изображения практически невозможно. Немножко про купол. Иезекиилево видение явно не давало покоя авторам святисковейских фресок. Они упрощенно повторили его и в росписи купола, которая сохранилась довольно плохо. Там также изображен Христос Пантократор, фигуры зверя-тетраморфа и колеса с херувимами. А теперь про алтарную нишу. И в третий раз Пантократор изображен в алтарной нише. Это самая крупная и самая заметная фигура в храме. Иисус в левой руке держит Евангелие, а жест правой руки иногда трактуется как благословение, но иногда как жест, призывающий к молчанию. И на этой фреске мы снова видим колеса, причем даже с языками пламени. Это уже прямая ссылка на вышеупомянутый фрагмент из пророка Даниила. Фреска выглядит хорошо, но в основном это реставрация XIX века. Трон патриарха. Фресками расписан и каменный трон патриарха у дальней правой колонны. Это хороший пример поздней грузинской росписи. Вместо виноградных листьев, как было принято до 15 века, мы видим абстрактные золотые линии, явно заимствованные из персидской культуры. Царица Марьям. Самое же вероятно интересное – это фигура женщины с мальчиком на столбе левее трона. Это Марьям Дадиани и ее сын Отия. Она была сестрой мигрельского князя Ливана II, женой Симона Гуриэли, затем царя Ростома и под конец царя Вахтанга V. Она похоронена в этом соборе где-то между 1680 и 1684 годами. Фреска эта интересна своей совершенно персидской стилистикой. По ней видно, насколько далеко ушла грузинская живопись от византийских стандартов к концу XVII века. Святой Христофор. Ну и, наконец, самая редкая фреска с изображением святого Христофора. Традиционно Христофора рисуют с головой собаки. По преданию, римские легионеры взяли его в плен в Ливии, после чего он одно время сам служил легионером. Он был большим, сильным и довольно страшным внешне. Собачья голова или метафора его некрасивости или метафора его ливийского происхождения. В России в 1722 году было запрещено изображать Христофора в таком виде во избежание инсинуаций. Многие изображения были уничтожены, осталось лишь несколько. После присоединения Грузии к России у этой фрески тоже были шансы погибнуть, но про нее как-то забыли. Имя Христофора основано на легенде, согласно которой он решил приносить пользу человечеству, перенося людей через реку. Однажды ему пришлось нести ребенка, который оказался невероятно тяжелым. И тогда ему было сообщено, что это Христос, который несет на себе грехи всего мира. Так возникло имя «Несущий Христа». Фреска находится на второй левой колонне, на ее восточной стороне. На этом мы заканчиваем про фрески и изучаем дальше. В прежней эпохе храм был некрополем, и тут были захоронены почти все грузинские цари, начиная с XII века. Но от царских захоронений сохранилось очень мало. Сейчас тут можно увидеть могилы царя Ираклия II, черная плита со щитом и мечом, царя Вахтанга Гаргасала, западнее Ираклия, царя Георгия XII, севернее Ираклия, царевны Текли, рядом с Ираклием II, и Ираклия, внука Ираклия II. Тут же множество могил князей Багратион-Мухранских. Левее, то есть севернее надгробия царя Георгия XII, находится черная плита, надгробие его жены, а чуть дальше еще одна черная плита с надписью «Петр Багратиони Грузинский». Это Петр Петрович Грузинский, до 1984 года глава грузинского царского рода и автор двух знаменитых песен «Тбилисо» и «Чито Гврито». После смерти царицы Тамары ее тело некоторое время находилось в Святисховеле, потом было захоронено в Гелате. Согласно хроникам, тут было похоронено еще очень много царей, но их надгробия не сохранились.
Надгробная плита Ираклия II косвенно упомянута Лермонтовым в поэме «Мцири», где есть такой пассаж: «Сметает пыль с могильных плит, которых надпись говорит, как удручен своим венцом, такой-то царь в такой-то год вручал России свой народ». Биографические данные жизни Ираклия II могли быть написаны только в одном месте – на его собственной плите. Традиция многословных надписей на плитах в то время действительно существовала. Такого рода плиты есть в соборе. Сейчас плита на могиле Ираклия уже другая, видимо, ее заменили в советское время. Упоминание могильной плиты – еще один аргумент в пользу той версии, что в поэме Лермонтова описывается именно монастырь Светицховели. Около плиты Георгия XII, к западу от нее, есть еще одна надгробная плита из белого мрамора с надписью на грузинском и арабском. Это первая жена царя Георгия XI, Тамара Багратион Давитишвили, которая умерла в 1684 году. Арабский текст на этой плите представляет собой сокращенный перевод грузинского текста. Грузинский же, написанный шрифтом Асамтаврули, с сокращением можно прочитать различными способами. Но содержание примерно такое. Когда в нашем царстве я принял власть, Георгий, сын царя Шанаваза, на 5-м году правления нас постигла эпидемия, и исчезла с наших глаз царица Тамара, и мы остались в печали. Мы поместили ее в наш склеп и положили этот мрамор на ее могилу. Кто бы ни прочел это, простите ее. Если кто-то, царь или кто-то знатный, уберет это или откроет могилу за грехи наши, пусть он будет призван к ответу в день страшного суда. Странность этой плиты в том, что она дублирована арабским, хотя в 17 веке в Грузии вторым языком был персидский. Считается, что это следствие некой культурной связи с христианскими общинами Ближнего Востока. А еще она помогла точнее датировать первый год правления Георгия XI. 1679. Интересное захоронение находится при входе в портике собора. Самой могильной плиты нет, но есть надпись справа на стене. Это сообщение о смерти католикоса Доментия III в 1676 году. И выглядит оно вот так. Что еще есть интересного? А теперь про реликвии. В соборе хранятся довольно важные реликвии. Главной считается хитон Христа, который по преданию находится все еще в земле, в могиле Сидонии, то есть строго под башней со столбом. Это не вполне согласуется с летописной традицией, которая говорит, что хитон был захоронен не именно в этом месте, а где-то около. Также в соборе должна находиться накидка пророка Илии, которую он оставил пророку Елисею во время вознесения на небо. Эта сцена описана во 2 главе 4 книги Царств. Когда они шли и дорогу разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понеся Илья в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, колесница Израиля и конница его!» И не видел его более, и схватил он одежды свои и разодрал их на 2 части, и поднял милость Ильи, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана. Барельеф с изображением этой сцены находится на входных дверях храма. Пишут, что милость хранится за алтарем, но видел ли его кто-нибудь, неведомо. На северной стене сейчас находится большой деревянный крест с эмалевыми украшениями. В нижнюю часть креста вставлена частица истинного креста. Предание говорит, что эту часть креста грузинской общине подарил император Константин. Как мы знаем, крест был найден императрицей Еленой и разделен на 2 части – Иерусалимскую и Константинопольскую. Последнюю потом еще раз разделили на 2 части. Вероятно, это та половина Константинопольской части, которая была передана лично Константину. Мы знаем, что Константин получил несколько гвоздей креста, и знаем по преданию, что Грузия получила часть креста с гвоздями. Это совпадение – аргумент в пользу версии. Не знаю, проходила ли частица креста экспертизу подлинности, но экспертиза над другими частями недавно показала, что все они представляют собой дерево одной породы – оливу. В левом пределе храма, в левой его стене находится ниша, где находится деревянная модель ступни человека, а в нее вставлена частица мощи Андрея Первозванного. Также в соборе можно увидеть список с древней иконы Божья Матерь Целканская. В Южный Нев в XIII или в XIV веке встроили часовню. Может возникнуть иллюзия, что это нечто древнее, но на самом деле это скорее подражание храму Воскресения в Иерусалиме.
Справа от входа баптистерий, в котором по преданию крестился сам царь Мириан. Крещение в купели проводится по сей день. Если от баптистерия пройти немного вперед, можно очутиться возле часовни. Это символическая копия кувуклии гроба Господня. В левом пределе собора находится колодец со святой водой. Правда, без благословения воду брать не разрешается. В центре интерьера стоит резной престол для патриарха. А это иконостас центрального предела. На нем икона Сретенья Господня. Еще немного прогуляемся по собору и отправляемся дальше на прогулку. Далее мы направляемся к выходу, закупаемся памятной монеткой и направляемся в небольшой монастырь Антиохия. Монастырь Антиохия. К сожалению, про него почти ничего не известно. Однако, это крохотный женский монастырь, который официально называется монастырем Стефана Первомученика, а неформально Антиохия. Если идти от главной площади Мскеты по Сувенирной улице прямо, то она выведет к этому месту. Монастырь построен в IV или в V веках, но, к сожалению, был сильно разрушен во время арабского нашествия 735 года и восстановлен только в поздние века. От ранних эпох остались каменные фрагменты, от поздних – кирпичные. К сожалению, с этим храмом не связано никаких историй, он просто есть, больше ничего о нем не скажешь. Имеет смысл обратить внимание к камням с южной стороны. Это явно бывшее кладбище античной эпохи. Там даже остались фрагменты каменных гробов, как в Самтавровском могильнике. После Антиохии мы направляемся в крепость Бибрисцихи. Крепость стоит сразу у трассы, которая ведет из Мсхеты на север. Тбилисская маршрутка делает здесь остановку. Крепость Бибрисцихи расположена на крутом утесе на правом берегу реки Арагви. К настоящему времени на территории сохранилась часть башни, западная стена и отдельные элементы укреплений. Крепость в свое время выполняла роль защитника Мсхеты с севера. На том месте, где расположена крепость, ущелье очень узкое, поэтому играла очень важную роль с точки зрения обороны. Многочисленные находки, сделанные во время проведенных 2006 и 2008 годы археологических раскопок, показали, что Бибрисцихи была действующей крепостью с IV до XVIII века. И главная новость. Специалисты Национального агентства охраны памятников культурного наследия Грузии приступили к восстановлению северо-восточной башни древней крепости. Новость эта от 24 июня 2018 года. В данный момент я не рекомендую посещать непосредственно эту крепость, потому что там очень грязно, опасно, строительное оборудование, поэтому рекомендую дождаться, так сказать, реставрации. А теперь мы отправляемся в самое волшебное место, которое называется Сад Мамулашвили. Почему же волшебное? Но
Как еще назвать уголок, в котором жил и творил волшебник? Родился он в 1873 году и прожил без малого 100 лет. Имя этого волшебника Михаил Мамулашвили. Известный декоратор и заслуженный деятель искусств. Сам Михаил рассказывал, что когда-то в юности он поступал в университет, но провалился на экзаменах. Расстроенный он шагал домой и споткнулся о камень. Поднял его и подумал: «Я докажу, что я не пустой человек, возьму и выращу на этом камне цветок». Так все и началось. На приусадебном участке Мамулашвили создал образчик ландшафтного искусства. Декоративные уголки создавались из бросового материала, отбракованные гончарные изделия, разбитые чаши, огромные валуны, вулканические породы, гладкие с выемками, куда можно было поместить мох или кактусы. Камни он находил сам или ему привозили из разных мест, например, с берегов Куры, Арагви, даже с горы Машук. Он любил плести корзины, их тоже украшал мхом и цветами. В саду росли розы, более 100 сортов, а также гвоздики, лилии и тюльпаны. Несколько сортов роз он вывел сам. Ухаживал за садом сам, потом и его дочь Пелагея, которая принимала гостей и туристов, водила их по всему саду и буквально о каждом растении могла прочитать целую лекцию. В 1959 году на Тбилисской киностудии был снят небольшой фильм о Мамулашвили. Называется «Саповнела», что значит «цветок, который никто не может найти». Проходя через садовую калитку, вы словно попадаете в другой мир. Сад не такой уж и большой, но вдруг оказывается целой вселенной, границу которой, в общем-то, нет. Здесь, над крышей обветшалого дома, горделиво высится громадное дерево с труднопроизносимым названием Гингко Билоба. Здесь на больших камнях можно увидеть маленькие копии храмов Мцхеты, тропинки, крохотные лестнички, вырезанные в камне, такие игрушечные и теплые, пришедшие откуда-то из детства. Композиция из цветов и камней уже изрядно поросли мхом, а кое-где и сорняками, но они все еще хранят тот порядок, что придала им некогда рука мастера. Умер Мамулашвили в 1973 году и похоронен в своем саду перед домом. В наши дни сад восстанавливают. Поскольку это частное владение, на территорию сада попасть непросто. Если будет закрыто, можете постучаться, и вас, скорее всего, пригласят. И вот в работе. Работа идет, работа кипит. Расскажите, пожалуйста, что это за такое чудесное место? И не совсем понятно, это городской сад или это частный сад? Это частный сад. Так. Михаил Мамулашвили был первый так. Декоратор был. Этот сад 150 лет уже. 150 лет. Но это частный, то есть частный, это не принадлежит он. Потому что мы странно думаем, люди его знают, но на карте не обозначено. Знаете, как-то вот. Вот. Вы делаете его для себя или для Для всех. Для всех? Да, конечно. То есть он будет как бы открыт летом? Да. Михаил Мамулашвили, сад Михаила Мамулашвили. Угу. В какой будет график работы, стоимость оплаты, что здесь будет удивительного? Здесь будет все эти цветы. Какие, например, розы? Без роз никуда. Все. Вот, то есть цветник. Так, ромашки всякие, все, да? Со скольки до скольки будет работать? Наверное, до 10 до 8. С 10 до 8 вечера? Да. Каждый день или по выходным? Каждый день, да. А открытие сезона когда? Как-то в мае. В мае, да? Будет очень красиво. Будет очень красиво, да. О, Боже, это ж сколько людей будет, не протолкнуться, капец. Скажите, пожалуйста, вы непосредственно мама, да? Это дочка ваша? Я невеста. Вы невеста, да? А молодая? Это мои дети. Дочки, да, это дети. сын? Это внук. А это же внучка. Ай, ты красотка. Вы живете непосредственно в этом доме, так, получается. И вот работаете в саду для... Все каждый день. Класс. Это вообще, это волшебно. Сколько будет вход? Не знаю. Еще пока думаете, да? Понятненько. Спасибо вам большое за информацию.
На сегодня нашу прогулку по Мсхете мы заканчиваем. Если у вас появились вопросы, пожалуйста, пишите их в комментариях. Спасибо за просмотр, хорошего настроения!